Ребята, всем привет, с вами Александр. Продолжаем освещать тему NFT игры Squid NFT World от Biswap. И сегодня у нас будет самая долгожданная серия по поводу гайдов и обучалок. Это будет вот эта вот чудесная табличка, в которой мы будем считать уже конкретно стоимость всех NFT, то есть стоимость персонажей, стоимость автобусов, как их лучше комбинировать, какие, в общем-то, цены на них и сколько, в общем-то, мы за это сможем заработать с учетом контрактов, даже с учетом комиссий определенных я сюда повписывал. Ну, может, какие-то совсем мелочи пооставались, но постарался вписать максимально много. Также сделаю сразу ремарку. Сейчас мы будем считать цены и суммы, как входить в одну игру одним автобусом. Но в одну игру, например, на 6000 можно зайти двумя автобусами. На данный момент в аккаунте разрешено иметь два автобуса, и их можно одновременно отправить в одну игру. То есть можно один автобус, там 4 игрока по 1000, и там второй автобус, там, не знаю, 3 игрока по 700. Получится в сумме там 200 плюс 4, получится, короче, 6000. Сейчас мы будем рассматривать ситуацию именно одна игра, один автобус. Ну, дальше, кто захочет, сам может покомбинировать, ну, либо уже ждите следующего видео, потому что информация очень сильно меняется. Я вот вчера вот эту таблицу составлял в 9-10 вечера, сейчас у нас 13 часов дня следующего дня, и цены очень сильно поменялись. Давайте вот внизу, вот я выписал конкретные примеры. Вот эта вот строка — это игроки. То есть почем, какие были игроки, какого уровня и сколько энергии, в общем-то, вот здесь конкретные примеры с рынка. Вот я вот брал вот так вот конкретно, открывал одного игрока, вот его уровень, вот его количество энергии и вот его цена в BSV и в долларах. То же самое вот с автобусами. Вот с автобусами ситуация очень сильно поменялась. Вчера, когда я составлял таблицу, автобусов 5-го левела ну тупо не было. То есть было буквально одно-два предложения по 500 BSV. То есть ну цены совсем были неадекватные. Вот глядя на вот эти вот строчки, вот где у нас вот эта колоночка автобус мест, вот пятиместный автобус, если вписать по $620, то игра просто в минус выходила. Сейчас же появились уже довольно достаточное количество автобусов и 5-го левела, я имею в виду, и они уже стоят 350 BSV, например. Вот давайте мы зайдем вот сюда, нажмем Biswap Buses, и мы видим вот этот автобус, который я вписал в пример сейчас. 350 BSV он стоит. То есть автобусы 3-го левела так и остались в районе там 23, как я и считал. Вот автобус 3-го левела, 23 BSV, так и остались в цене. А вот автобусы 4-го левела очень сильно подешевели. Вот видите, их можно уже откупить прям практически по 70. Вот, ну, кто быстрый, тот может отхватить по 70, ведь их быстренько перепродают по 76. А до этого, вот вчера, автобусы были 4-го уровня, это вот 95. Вот это была цена вчерашняя. Вот красная, потому что на данный момент реально их цена, ну, я написал 80, ну, как вы видите, даже реально не 80, а можно писать 76. Вот можно вот так вот вписать. Потому что, ну, реально их можно отхватить и, как видите, и по 70. Ну, если сидеть на рынке, как бы, и смотреть, что почем продаются. Цены существенно упали. Видите, даже вот 77 автобус, вот 78. Много предложений. Вчера вообще ничего не было. Вот 75 автобус. Но опять же, их покупают. Ух ты, ё-моё, это какой? Это 3-й автобус. Нет, это нам не интересно. Это кто-то так пошутил. Нам вот эти вот нужны фиолетовые автобусы. Смотрим на фиолетовые автобусы. 99. Это неадекватные цены. 83. То есть за такие деньги люди их не продадут. Ну, тут, в принципе, дальше от первой страницы особо искать не стоит. Потому что на первой странице все самое свежее. По умолчанию сортировка по новым. Дальше идет уже совсем другие. Также по поводу игроков. Касательно 4-го левела с энергией выше 2000. То есть вчера, вот смотрите, какие были цены. 260 BSV, то есть $300 за игрока на 2000 энергии. Лучшая цена вчера, которую я видел, это было вот 180 BSV, то есть $223 на 2030 энергии. Ну и как вы видите, даже вот игроки там с энергией 1800-1700 стоили по 200, почти под 200 BSV. То есть сейчас цены существенно упали. Давайте открываем, смотрим. Смотрите, вот 179. Открываем. Это у нас будет в районе 1800 примерно. 1900. Вот 1800 за $179. Ну, это дороговато. На данный момент это реально дороговато. Давайте идем. Вот 175. Откроем, посмотрим. Нас интересуют сейчас игроки с цепочками. То есть у них там будет, это 4-й уровень, энергия около 200 будет. Ну, около 2000.
Вот, допустим, открыли 2 игрока. 1800, нет, это дорого. Ну, это 2200, ну, тоже, в принципе, сейчас дороговато. Я вам покажу пример. Вот. Также вот игрок на 20-30, смотрите, вот этот тот игрок, которого я записал, он стоил 180. Но это на самом деле дорого. То есть, а игрока за 1000 можно купить было даже за 33. А вот это то, что сегодня утром я проснулся, и таких предложений было просто много. Вот сейчас, ну, буквально, они появляются и пропадают. Игрок стоимостью 2155, в смысле энергии 255, был продан 16 минут назад за 152 БСВ, ребята. 152 БСВ. Вот это реально такие сейчас цены. То есть больше 2000 энергии за цену, ну, до 190. Вот 160, 180 еще можно взять. То есть цены существенно просели. Давайте мы так... Это сейчас мы и запишем. Но это для того, чтобы я брал в расчет. Сейчас я вот вместе с вами буду в таблицу вносить изменения. Потому что цены, как вы видите, сильно поменялись. Вот если раньше автобус я считал по $118, то сейчас реально считать нужно автобус $94. Вот там, где у меня стоит цена автобуса 118, сейчас нужно писать реально 94. А там, где был автобус 120, мы впишем 436. Ну, 620, 436 пишем. И видите, циферки сразу поменялись. Уже минусовой игры уже нет. Но опять же, цена тысячного игрока, я видел, вам показал, что его можно было купить реально за 33 БСВ, 33 умножить на 1,24 за $40. У меня в таблице стоит сейчас $62. Ну, я только что полистал, и как видите, вот это свежее предложение, видите, 50 БСВ, цена БСВ чуть опустилась, вчера было 1,24, сейчас 1,17, но в долларах $63. В принципе, цена на игроков вот этого уровня в районе 1000, ну, не особо изменилась, но опять же, это на рынке всегда можно выцепить что-то подешевле. Видите, он стоил 47 БСВ, его реально продавали 6 минут назад за 47, это уже перекуп купил и выставил за 50 БСВ. То есть можно реально рассчитывать на сумму меньше. Если посидеть там часик-два на маркете, можно купить подешевле. Потому, то есть учитывайте этот момент, я не старался брать здесь самые дешевые цены, я брал такие усредненные, скажем так, цены, чтобы это мог сделать, ну, практически любой. Ну, также вот на рынке сейчас видите игрок с энергией 1573 энергии стоимостью $118. Опять же, в табличке я здесь использовал циферки немножко другие. Вот смотрите, за 1600 я писал $136. Это вот этот игрок был 1600 энергии и $136. Ну, здесь реально можно смело писать $125. Где-то вот так вот. Надо, ну, сейчас реально поскидывать надо цены, потому что, ну, это уже не совсем актуально. Да, то, что 130, можно смело писать, не знаю, даже вот 109, что ли. Вот реально, вот эта цифра 109, вот, это уже реалии. То есть не 130, реально, а 109. 109. Тут, допустим, 118. Реально 1400, это цена 109. 1500 пусть будет 118. Ну, а 1300 можно еще дешевле купить. Ну, то есть логику вы поняли, что цены существенно просели. Вот еще единственное, что стоит сейчас прояснить, наверное, цену игроков с 1700 энергии. Примерно так. И, ну, поскольку мы знаем, что даже 2000 энергии можно купить за 180, за $220, то у меня, видите, здесь вписано 1800, стоит $235. Сейчас я это поправлю. Ну вот буквально первая открывшаяся строка, вот 174 БСВ, $216. $216 стоимость вот этого вот персонажа. Но это опять же я вот потратил полминуты. Если поискать, реально будет дешевле. Так, ну и 2000-е энергии, ну, реально тоже дешевле. 180 можно реально купить и за 160. Ладно, я пока что оставлю такие цифры, чтобы мы уже приступили к расчетам наконец-то. Ну, суть вы поняли. Вот вам ориентировочные примеры. Нужно брать либо по таким ценам, либо даже дешевле, чтобы вы не купили на рынке что-то дороже. Ну и теперь давайте к самой таблице. То есть первую часть вы уже видели, то есть она мне сейчас пока находится внизу таблицы, я ее потом перенесу вверх, когда здесь все поправлю. Сейчас она внизу таблички. Итак, да, первая игра, наша награда, это статическая цифра. Как вы видите, я буду рассматривать некоторые варианты комбинации игроков. Видите, шестая игра по несколько вариантов, пятая игра, четвертая.
Несколько вариантов я постарался набросать. Первая игра, 800 энергии, процент успеха, он будет учитываться, потому что, видите, доход, когда я буду считать доход, он будет брать количество награды 7,42, умножать на 30 игр, потому что рассматривать мы сейчас будем контракт на 60 дней и будем учитывать 89% успеха. То есть множим доход на 30 игр через день и на 0,89. Итого мы получим $198. Опять же, выплата в игре идет именно в долларах. То есть чем ниже курс BSV, тем больше BSV вам насыпят. И это на самом деле хорошо. То есть сейчас очень хорошее время заходить в игру, потому что до начала игры курс BSV был 1,8 и там даже до 2 там доходил, то сейчас это 1,18. Ну, чуть ли не в 2 раза, это на 60-70% дешевле. Купить персонажей, это вы раз экономите, потом вторая часть, но это для тех, кто верит в проект BSV. Из-за низкого курса вам насыпают больше BSV, потому что награда исходит из долларов. Насыпают вам больше BSV, если вы как бы их холдите, а не продаете, то вы получаете двойную выгоду. Дешево зашли, похолдили и продали опять же по тем же 1,8-2. Итак, получили вот грязные награды без комиссий, без ничего, без учета игроков, это вот $198. Теперь же вам нужно в эту игру, допустим, мы рассматриваем, что вы берете 2 игроков самых дешевых, потому что в дешевую игру проще войти 2 игроками, то есть один игрок на 800 будет стоить дороже, чем 2 игрока по 450 энергии, потому что игроки сейчас по одному 2 BSV просто вот греблю гати с энергией там по доллару там в районе 400, за $2 выше 400 можно найти без проблем. Потому берем самый простой автобус стоимостью $18, наверное, тоже сейчас уже тоже дешевле будет. Ну да, вот опять же зашел на рынок, открыл, 2-местный автобус стоит сейчас 12.40. Давайте это дело поправим. Не 18, а 12.40 в долларах. Вот так вот, первая игра. Купили 2 игрока по $1.70, это цена, колонка цена, вот видите, это касательно игрока, это касательно автобуса. Цена игрока $1.70, умножаем на 2, получаем 3.40, это сумма по колонке игроки. Дальше автобус двухместный, это не количество автобусов, это количество мест в автобусе. Двухместный автобус стоит $12, только что вам показал. Считаем затраты. Берем колоночку сумма по игроку плюс колоночка цена автобуса. Получаем, мы потратили $15.80 на покупку NFT-шек. То есть 2 игрока и 1 автобус. Контракты. Контракты считаются вот так вот здесь. 2 умножить на 34,4. Это была раньше цена BSV, когда я входил. Пару дней назад была такая цена контракта 32 на 60 дней. Умножал я на 1,5, это курс BSV был. Ну, это не имеет никакого значения, потому что мы считаем контракт примерно $1 за день минус 5%. Вот тут вверху есть скриншот, вы можете увидеть, что 41 BSV при курсе 1,24. Давайте мы сейчас это перемножим. 41,18 умножить на 1,24. То есть $51 это была стоимость одного контракта. Ну, плюс-минус плавающий курс. Если умножать на 2, то $102. Но у меня тогда получилось, видите, купить их за 97. Ну, не будем придираться. Плюс-минус там пару долларов цена играет. Грубо говоря, $50 на 2 месяца, на 60 дней стоит. Я не стал пересчитывать, потому что цена, ну, не изменилась. Цена контракта привязана к доллару, и какой был тогда курс, и сколько оно стоило в BSV, не имеет никакого значения. Дальше есть колоночка «Прибыль за 60 дней». Это мы просто отнимаем сколько мы получили за 60 дней награду, и отнимаем стоимость контракта. То есть у нас получилась прибыль $100.90 без учета стоимости игроков. Теперь нам нужно узнать, сколько у нас было всего затрат. Мы берем стоимость 2 контрактов 97, стоимость затрат на NFT, то есть вот эту колоночку, берем вот с этой колоночкой и получаем, что у нас всего затрат это было $113, контракты плюс NFT. Почему чистая прибыль у нас считается вот так вот, смотрите. Доход за все игры $198, минус стоимость всех затрат на NFT и контракты $113. И еще я отнимаю вот эту колоночку $18. Что такое $18? Это вот комиссия за 30 игр. Ну, я так посмотрел. По комиссии это получилось у меня 60 центов. 60 центов списывалось за игру. Ну, по крайней мере, так по операциям я увидел. Может, я где-то тут чуть не доглядел. Ну, в районе $1
эта комиссия примерно составляет. И за каждую игру вы платите. Потому отнимаем еще вот эту циферку 18. И получается, что за 60 дней, вложив в игру $15 на NFT-шки и $100, грубо говоря, на контракты, вы заработаете $67. Но опять же, тут еще играет роль процент успеха. Некоторые ребята пишут, что там из 15 игр они выиграли там 11, и это вроде как неплохо. Но на длинной дистанции, если вы будете играть там не 30 дней, а играть будете там полгода, допустим, там 300 дней, там 200 дней, то все должно сходиться. Понятное дело, когда вы сыграли 2 игры, вы можете 2 игры подряд проиграть, и вы скажете, что это фигня, развод. Нет, это не развод, просто это тот, кто майнит чиа, тот знает. Если у вас стоит время награды получения блока через 2 года, то это не значит, что вы получите его через 2 года. Вы можете его получить завтра, а можете получить через 4 года. Потому здесь то же самое. То есть в выборке большой на 100 игр у вас процент будет правильный. Если вы сыграли там 10 игр, процент может сильно отличаться. Так, ну теперь погнали дальше. Допустим, во вторую игру предлагаю сыграть 3 игроками по 700 энергии. Цена игрока я считал $31. Сейчас она, скорее всего, уже тоже дешевле. И автобус мы берем трехместный за $29. Итого, при затратах $122 на NFT-шки, суммарно 200. Контракта у нас уже будет 3, потому что игрока 3, это будет $145. Мы получим $122 наград за 60 дней. Опять же, эту колоночку можно, думаю, сейчас поправить. Ну и, конечно же, я зашел на рынок и смотрите, что я видел. 785 энергии стоит $28, то бишь 23 BSV. Ну, давайте так и запишем. Запишем сюда не 31, а даже напишу 27. Потому что, ну, это 780, это не то же самое, что и 700. Пишем сюда 27, и того мы получили уже $134 награда. Третья игра. Первый вариант. Берем 3 игроков по 1000. Это, кстати, конкретно мой случай. Я писал сюда по $62. Я своих игроков покупал. Почем я покупал? Ну, наверное, потом же я покупал. По 39 BSV я тогда брал. $62. Опять же, скорее всего, эту цифру можно поправить. Автобусы берем по $29. Это 23 BSV. Плюс-минус также оно и стоит. Автобусы не поменялись на трехместные. И получаем награду 236. Это если мы играли 3 игроками по 1000. Опять же, если взять, допустим, 2 игрока по 1600. Цену я уже тут поправил, да. Примерно за $125 их можно купить. Мы получим примерно то же самое. Но на автобусе мы экономим, на игроках мы теряем. То бишь в игру на 3000 проще сыграть 3 игроками. Может быть, даже еще проще сыграть автобусом на 4 персонажа, более дешевых. Но это уже можете сами поэкспериментировать. Я займусь этим позже. Четвертая игра. 3 игрока по 1400. Пишу им цену $109. 3 контракта $145. Итого получаем $300. Если взять другой вариант игры, вот этот вариант, награда у нас получается 32 за одну игру. Шанс чуть меньше, 86. Грязными мы получаем $825. И если взять 4 игрока по 1100, я пишу здесь $62, но это то же самое. 1000, 1100, это одни и те же деньги. Сейчас даже, скорее всего, наверное, дешевле можно найти. Сколько я пишу здесь? $62, 1100, ну 62. Ну да, вот видите, 1200 был за $62, 1080 был за $57, но это было вчера, опять же. Допустим, так и оставляем. Итого, нам нужен автобус здесь уже тогда на 4 персонажей. Этот автобус, как мы узнали, стоит сейчас $94, можно найти дешевле. Мы получим 271. То есть здесь как бы, ну, не особо выгодно. То есть нужно либо автобус купить дешевле, не за 94, а за 90 с чем-то, допустим, за $85, либо купить игроков тысячных подешевле. Ну, вот, скорее всего, мне чую, что игроки по 1000 сейчас дешевле. Ну и как видите, да, вот 1009 очков стоит 45 BSV-шек. Это даже сейчас как бы
Даже сейчас есть. А как видите, у меня тут даже записано, вот я вчера даже находил за 42 доллара. То есть реально, ну, напишем даже, наверное, не 62, напишем сюда 55. Напишем 55. Так будет справедливей, потому что можно отхватить, как видите, даже за 42. За 42. Ну и цена примерно сравнялась. Ну, это похоже на правду, да. Цена сравнялась. Идем дальше. Четвертая игра. Здесь мне нужно кое-что поправить. Поскольку здесь идет комбинация игроков. Кстати, по поводу комбинаций. Допустим, даже вот в этой игре можно брать не, допустим, 4 игрока по 1000. А можно, смотрите, как сделать. Можно взять, допустим, вот 2 или 3 игрока по 900, которые будут стоить там 40 долларов. И 1 или 2 игрока, у которых будет немного больше 1000, да, которые будут стоить там 44 доллара. То есть можно тоже скомбинировать, и в итоге у вас получится дешевле. Это тоже надо как бы иметь в виду, каждый случай индивидуален. Погнали дальше. Так, в четвертой игре предлагается вариант использовать автобус трехместный с 3 игроками и взять одного, допустим, на 2000 и 2 по 1000. Какая у нас здесь математика? 2000 персонажик будем брать. Почем мы тут их брали? Вот я брал тут 62, будем не 62, берем мы 55. То есть мы посмотрели, потому что по 55, ну, не особо тяжело найти игроков на 1000. И игрок за 223 доллара. Ну, пусть так и будет, но мы знаем, что реально можно купить и дешевле, и за 160 можно купить. Оставляем так. Ну, получается менее выгодно, потому что игрок на 2000 все-таки дороже. Здесь его использовать особо смысла нет. Ну, разве что вы его купили не за 2000. Ну, разве что вы его купили дешевле, там, чем 180 БСВ, ну, какие-то там 160. Давайте мы поставим сейчас не 223, а, допустим, ну, 200. Ну, тоже не особо имеет смысл в данном случае. Проще использовать 1000 игроков. Автобус на 4 места и 1000 игроков. Идем дальше. Пятая игра. 4 игрока по 1300 дадут нам как раз 500 энергии по 109 долларов примерно за игрока. Итого получается 295 долларов. Ну, здесь получилось, ну, то же самое, что и 4000 игра. Там 299 300. Здесь то же самое. Опять же, все зависит от того, за сколько вы возьмете игроков. Давайте следующую комбинацию берем. 4-местный автобус, но берем одного игрока на 2000 и 3 игроков по 1000. Вот эта комбинация, как видите, даже лучше. Опять же, сейчас я еще поправлю не 62, а 55. 223 я пока оставлю, но это тоже неинтересно. Вот видите, вот эта пятая игра получилась интереснее, чем четвертая, и интереснее, чем предыдущая. Давайте рассмотрим следующий вариант пятой игры. Уже на 3-местном автобусе, когда мы возьмем 2 персонажа с больше, чем 2000 энергии и 1 персонаж на 1000 энергии. То есть мы экономим здесь немного на автобусе, то есть 50 долларов. Сколько там? 60 долларов экономим на автобусе, но проигрываем на игроке. Итого у нас получается, в принципе, то же самое. 336. А если вы найдете игрока на 2000 дешевле, чем за 180 БСВ, то заработаете еще больше. Дальше идет 6000 игра. Берем 3 персонажа по 223 доллара и зарабатываем 377. Ну, больше, понятно. Но еще больше мы заработаем, когда возьмем 4-местный автобус и посадим туда 4 игрока по 1500 там энергии. Да, 118, опять же, здесь можно написать и 100 долларов, будет тоже, думаю, справедливо. Давайте посмотрим. Вот, да, 118, это вчера было. Думаю, сегодня можно найти еще и чуть подешевле. Там 110 долларов. Вот, например, 1400 вчера был за 109 долларов. Думаю, сейчас можно найти тоже подешевле. Но даже в таком случае вы заработаете 461 уже чистыми. Еще вариант 6 игры я прописал. 2 игрока по 2000 и 2 игрока по 1000. Давайте сейчас мы тут опять же поправим цифру. Не 62, а 55. И получается 377. Ну, точно так же, как и в первом варианте. То есть они равнозначны. Вот эти два варианта, как вы видите, на одинаковую сумму вышли. Самый оптимальный это 4 игрока по 1500 баллов. Дальше идем. 7-я игра. Вот я с ней возился вчера. Но вчера было вообще неинтересно. Как вы видели в начале видео, были даже минусовые значения. Итак,
Какие у нас есть варианты? Можно взять пятиместный автобус, дорогой автобус, который стоит $436. Он неадекватно дорогой на данный момент, как по мне. То ли их так мало выпадает, то ли, я не знаю, то ли все их берегут, потому что, кстати, если вы не знали, то если на данный момент у нас максимальная игра это на 7000 энергии, то дальше это будет расти, там, скорее всего, будет и 20, а то и 30 тысяч энергии. Потому что мы можем запаковать туда, у нас максимальные игроки 2700 энергии. Вот 5-й левел, даже, подождите, 4000 энергии. То есть, представляете себе, если взять автобус, один автобус пятиместный и умножить на 4000, то есть это будет 20 тысяч энергии. То есть это, реально даже как бы не шибко много. То есть игры будут там и в ближайшее время, при нынешнем ограничении, 2 автобуса на аккаунт, будут награды, наверное, и в 50 SE энергии. Игры, в смысле, на 50 SE энергии. А в скором времени количество автобусов на аккаунт увеличат до 5. То есть можно будет запаковать 5 автобусов топовыми игроками, там 100 тысяч энергии, игра, это будет норма. То есть игра будет дальше очень сильно расти в этом отношении. Так, а мы идем к 7-й энергии, то есть 5 игроков по 1400. У меня здесь, 2 одинаковых строки, это я экспериментировать собираюсь, ладно. 5 игроков по 1400. С 5-м автобусом за 436, фигня, то есть 252, то есть реально не канает. Тут все упирается, ребята, в 5-й автобус. То есть 5-й автобус, если он будет стоить там $120-130, цифра сразу изменится. Давайте сейчас вот выделим вот это вот красным, жирным. Давайте поставим цену автобуса. Вот какая цена автобуса должна быть актуальная. То есть если мы в прошлой игре получили 460, то здесь должна быть тоже примерно такая награда. Допустим, поставим $150. Вот это вот похоже на правду. Если цена автобуса будет $150, то как бы это будет уже иметь смысл. То есть получим 538. Идем дальше. Если взять 4 игрока по 1700 там с копейками, то это уже поинтереснее, потому что мы здесь используем 4-й автобус, который стоит $94, и мы заработаем 323. Но опять же, это 1700, это $216, тоже не очень интересно на самом деле получается. И последний вариант, который я прикинул, это не 62, а 55. 55 плюс 223 умножить на 3. То есть 3 игрока по 2000. Так, правильно считаем? Да. Плюс 1 игрок на 1000. Как видите, этот вариант реально самый оптимальный получился, даже с учетом нынешних цен. Потому что, 4-й автобус более-не-менее актуальная цена сейчас. И потому 436. Но опять же, это меньше, чем мы можем получить в 6000 игре, потому надо смотреть по ценам. Все, ребята, зависит от цен, по которым вы будете покупать своих персонажей и автобусы. В основном упирается все все-таки в персонаж. Если не брать ситуацию с 5-м автобусом, которая пока что далека от идеала. Вот так. Надеюсь, ребята, теперь вы понимаете, на что вы можете рассчитывать. За это вы поставите лайк, подписку, поделитесь со своим другом данным видео. А я напоминаю, что ссылка на этот файлик, который называется «Выбираем правильный SSD NVMe», да, такое у него название. Здесь вкладочка BSWAP Games всегда будет в описании и в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же вам понравились примерные расклады, что вложив $100 можно заработать $60 за 2 месяца, либо вложив $500 вы можете заработать $300 за 2 месяца, то есть окупиться за 3 месяца по факту. Если вам эта игра интересна, то переходите по ссылочке, которая закреплена вверху в этом файле. Также есть она в описании под видео. Это реферальная ссылочка, которая позволит вам сэкономить и вернет вам часть затрат на комиссиях в игре, которые вы заплатите. Так, а в следующем видео я буду расширять эту таблицу. Также разберу варианты, как, допустим, если ехать несколькими автобусами в одну игру, здесь тоже отдельное поле. Можно поехать 2 автобусами и запаковать туда по 2 персонажа. Можно самыми простыми автобусами поехать, которые стоят там $12, запаковать туда 2 игроков по 1500 с копейками энергии, взять таких 2 автобуса и спокойно себе поехать в 6000 игру.
Вот как вам вариант такой? Это все мы обсудим уже в следующих видео. А на этом всем пока. Лайк, подписка, до свидания.